Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать очень симпатичную масштабную копию американского автомобиля с кузовом типа кабриолет от Neo Scale Models в масштабе 1 к 43. И мы рассмотрим Ford Fairlane 500, который копирует прототип 1957 года. И на мой взгляд, это очень красивый автомобиль, и если говорить об американском автопроме 50-х, 60-х годов, то я думаю, он задавал тон другим производителям. И у меня довольно большая коллекция именно американских машин. Я большой поклонник этой техники, приобрел практически все модели от Neo Scale Models и стараюсь покупать эти машины по мере возможности от других брендов. Так что если у вас будет интерес к осмотру других моделей из моей коллекции, то обязательно поддержите видеоролик лайком и напишите в комментариях, какую модель вы бы хотели увидеть в следующем видеообзоре. И у Neo эта модель предлагается на сегодняшний день только в одном варианте окраски. Это двухцветная машина, синий низ, белый верх, и также у Neo такой Ford Fairlane предлагается и с закрытым типом кузова, и вариант купе выпущен на сегодняшний день в двух вариантах окраски. Первая машина бело-желтая, вторая бело-черная. И один вариант я показывал давно на этом канале, кому интересно, можете найти старый видеоролик. Я вам показывал предсерийный образец, но он не сильно отличается от той модели, которая была запущена в серийное производство. Я тоже нашел эту масштабную копию, и мы сравним ее с вариантом кабриолет, и вы наглядно можете посмотреть, чем автомобили отличаются друг от друга, не только в плане дизайна, но и в плане проработки масштабной копии. И, например, этот вариант кабриолет имеет ряд упрощений по сравнению с вариантом купе. Да, если вы отдельно приобретете эту масштабную копию, вы разницы не заметите, но все познается в сравнении, и, например, эти упрощения, которые на данной масштабной копии перекочевали и на другую современную продукцию от Neo Scale Models, и, конечно, меня это огорчает, потому что модели стоят не так уж и дешево. Например, этот экземпляр в продаже за 75-85 евро, и за эту цену хотелось бы больше хороших декоративных мелких деталей, ведь именно мелочи отличают дорогие масштабные копии от обычной журнальной серии. Если говорить о Ford Fairlane в 43-м масштабе, то Neo не единственный производитель, который выпускает эти масштабные копии. Именно автомобиль 57 года пока что только представлен у Neo. Но были модели и других годов, например, у Vitesse в 90-е годы предлагалась более ранняя версия, и также такая машина с четырехдверным кузовом выходила в рамках журнальных серий. У меня, например, есть Ford в варианте Полиция, и эта масштабная копия выходила в рамках российской серии «Полицейские автомобили мира», и точно такой же Ford в гражданской версии выпускался в европейских сериях, и, по-моему, эта модель даже мелькала в серии, посвященной автомобилям такси. И там машина была, по-моему, зеленого цвета с белыми дверцами, если я правильно помню. И, конечно, эта модель в плане проработки сильно уступает более дорогостоящему изделию, но, тем не менее, за неимением лучшего, это вполне хорошая масштабная копия, которую можно поставить на полку. И, по-моему, этот выпуск обошелся мне в 99 рублей. Это была пилотная серия. И за эту цену это более чем хорошее изделие. Вот так выглядит нижняя часть, все очень условно, металлический корпус, детали из хрома, не очень хорошая осветительная техника, но эту модель я просто вам показал ради примера, чтобы вы, как говорится, почувствовали разницу. И давайте распакуем коробочку и посмотрим на этот замечательный автомобиль поближе. И у этой масштабной копии коробка стандартного размера, уже оформление в новом стиле с голубой картонкой. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного производителя. Указан прототип Ford Fairlane 500 Convertible, цвет светло-голубой с белым, и также указан масштаб 1 к 43. И, естественно, эти модели изготовлены в Китае. И что мне всегда нравилось у производителя Neo Scale Models, это безупречная покраска. У меня довольно много моделей от этого бренда,
И по существу я могу придраться только к 6-7 моделям в плане покраски. И то половина из них это предсерийные образцы, которые не предназначены для широкой продажи. Очень красивый цвет, и именно в таком варианте окраски автомобили выпускались в реальной жизни. Если поискать старые американские буклеты, вы как раз найдете такую палитру цветов. И также мне у Neo всегда нравилось, как они делают границу разделения двух цветов. Очень четкая линия, и в этом случае она еще сверху покрыта серебристой декоративной полоской. И многим премиальным брендам стоит поучиться у данного производителя, как нужно окрашивать свои масштабные копии. Также у этой модели прекрасно проработан салон. Сиденья тоже двухцветные, отлично смотрится панель приборов, красивое рулевое колесо, и на руле также наклеен элемент из фототравления. Отлично просматриваются небольшие ручечки, спидометр, также виднеются педали, и на дверных картах установлены хромированные ручки стеклоподъемников, и также боковые окошки здесь сделаны из фототравления. Очень изящно смотрятся хромированные дверные ручки, также присутствует личинка замка, но этот элемент просто одно целое с декалью. И здесь вы также можете видеть золотистую полосочку, она тоже украшает вид масштабной копии. И мне нравится место, куда установили антенну для радио, тоже смотрится очень необычно, и такой элемент в основном в то время ставили на передние крылья. Если посмотреть на оформление задней части, то здесь тоже нет каких-либо нареканий, установлены регистрационные номерные знаки, хромированные бампера, хром отличного качества, также на крышке багажника присутствует декоративный элемент. Возможно, задние фонари можно было сделать и более изящно, но это настолько микроскопическая деталь, что если бы ее сделали из прозрачного пластика, я думаю, ситуация бы не изменилась. И здесь задние фонари сделаны в хроме, и поверх нанесли прозрачный красный лак. Издалека тоже такое решение смотрится очень хорошо. Прекрасно проработаны колесные диски, хромированные колпаки, и также на этой модели установлены покрышки с вайтволами. На задних крыльях наклеены шильдики с надписью Fairlane 500. Это деталь из самоклеющейся фольги, очень тонкая, изящная и выглядит вполне реалистично. И вот так у автомобиля выглядит передняя часть. Хорошая светотехника, прекрасная проработка решетки радиатора, зачернены отверстия, также присутствуют прозрачные поворотнички, и на крышке капота установили маскот. И также здесь просматриваются небольшие стеклоочистители из фототравления, и окантовка лобового стекла сделана из пластика в хроме, и также установили небольшие солнцезащитные козырьки. Это элементы из фототравления. И давайте для сравнения вам покажу вариант с закрытым типом кузова. И эта модель в другом варианте окраски, белая с желтым. И если поставить рядышком два автомобиля, они прекрасно смотрятся на полке друг с другом. И у меня также в коллекции есть еще один вариант купе, только с черным низом и белым верхом. И у той модели красный салон. И если у вас будет интерес, я тоже ее поищу и сделаю на нее в будущем детальный видеообзор. И если вы присмотритесь, то у этой масштабной копии декоративный молдинг сделан из фототравления. На варианте кабриолет этот же элемент сделан просто серебристой краской. Как говорится, все отличие в мелочах. Также у варианта купе рамка лобового стекла сделана из фототравления. На варианте кабриолет она из пластика в хроме. Но это не удивительно, потому что у кабриолета это несущая конструкция, а здесь, скажем так, более жесткий элемент – это деталь крыши. И если вы посмотрите на колесные диски, то у кабриолета есть голубой кантик на колесе, а у варианта купе
колесо полностью в хроме. А других визуальных отличий особо и нет. И у масштабных копий отличаются регистрационные номерные знаки. И пишите ваши комментарии, понравился ли вам данный Ford, хотите ли вы продолжение серии, посвященной американским автомобилям. И у Neo также предлагается Ford Fairlane 58 года. Если рядом поставить две масштабные копии, они разительно отличаются друг от друга. И я думаю, будет ни для кого не секрет, американский автопром был самый мощный на то время, и у них машины обновлялись практически каждый год. И чтобы обновить полностью автомобиль, это нужны большие финансовые затраты. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.